Здравствуйте! В этом уроке мы создадим игру про кота и жуков. Нападение жуков. Сейчас покажу, как она будет выглядеть. Запускаю игру. Жуки начинают нападать на кота. Кот защищается с помощью луча замораживающего. Вот так вот кот убегает и стреляет замораживающим лучом у жуков. Чтобы сделать такую игру, нам нужно запустить Scratch. Так, у нас будет выбран, уже добавлен спрайт с котом. Изменим ему только размер. Поставим где-то, наверное, 50. Или больше, давайте 60. После этого добавим еще спрайт жука. Вот. Вначале пусть будет один. Потом напишем для него код и скопируем. Давайте настроим поведение жука. Значит, выбираем вкладку «События», когда флажок нажат, то есть когда игра запущена. Что мы будем делать? Выбираем дальше из вкладки «Управление» «Повторять всегда», бесконечный игровой цикл. И что всегда будет делать наш жук? Наш жук будет постоянно поворачиваться к коту. Это из блока движения. Блок повернуться к указателю мыши. Только мы указатель мыши поменяем на спрайт 1. Спрайт 1 это наш кот. Вот, когда мы нажмем флажок, посмотрите, жук поворачивается, но еще не идет. Чтобы он шел, выбираем блок идти 10 шагов. Теперь, когда мы запустим, так, уберем кота подальше, запустим программу, видим, как жук очень быстро настигает кота, довольно страшно даже. Давайте 10 шагов изменим, кликаем на цифру 10, нолик удаляем клавишей Backspace или клавишей Delete. Все, после этого запускаем игру, жук движется довольно-таки медленно, уже не так страшно. Теперь нужно научить кота убегать. Кликаем в правом нижнем углу на спрайт 1 с котом и выбираем такие блоки. Из вкладки «События» выбираем, когда флажок нажат. Затем опять же бесконечный цикл «Повторять всегда» из вкладки «Управление» оранжевого цвета. И также из вкладки «Управление» оранжевого цвета выбираем блоки «Если то». 4 раза. Вот так. Затем из вкладки «Сенсоры» выбираем блоки. Клавиша пробел нажата. Ставим в блок «Если». 4 раза также. И у нас будут такие клавиши. Это стрелка вверх, стрелка вниз, стрелка влево, стрелка вправо. Так. Затем вкладка движения. Когда стрелка вверх, идти 10 шагов. Когда стрелка вниз, кликаем на цифру 10 и ставим минус. Минус 10 шагов, то есть идет обратно. Стрелка влево, выбираем повернуться влево на 15 градусов. Стрелка вправо, выбираем повернуться направо на 15 градусов. Все, запускаем игру и смотрим. Наш кот убегает, он быстрее, чем жук, он может убежать. Так вот он бегает по полю. Выключаем игру. Затем нам нужно будет немного порисовать. Выстрелы организуем для кота с помощью еще одного костюма. Значит, выбираем в правом нижнем углу спрайт с котом.
Затем переключаемся в левом верхнем углу на вкладку «Костюмы». У нас есть второй костюм для кота. Кликаем на него в левом верхнем углу. Затем с помощью лупы уменьшаем кота. Берем инструмент «Кисть». Берем цвет синий или голубой. Размер кисти увеличиваем где-то до 20. И рисуем замораживающий луч, который может пускать наш кот. Вот таким вот образом. Затем в правом нижнем углу кликаем на жука. У него второго костюма нету. Кликаем на первый костюм в левом верхнем углу правой кнопкой мыши. Выбираем «Дублировать». Опять же этим синим цветом выбираем инструмент «Ведерко», «Заливка». Заливаем крылья и голову жука. Вот, замороженный жук. Переключаемся на вкладку «Кот». Давайте теперь кликнем на жука в правом нижнем углу и доработаем программный код. Мы будем его останавливать, когда его коснется луч замораживающий. Что мы делаем? Выбираем из блока управления блок «Если то». То есть если касается луч, что-то мы делаем. Перетаскиваем после синего блока. Это все, обратите внимание, должно быть внутри цикла, повторять всегда внутри. Переключаемся на вкладку «Сенсоры» и выбираем «Сенсор касается цвета». Кликаем на цвет и внизу есть инструмент «Пипетка». Нажимаем, выбираем синий цвет. Так. Затем, когда он коснулся нашего луча, мы выбираем блок «Внешний вид». Затем выбираем следующий костюм. Вот, мы его тоже подсветим синим цветом, как будто бы жук заморозился. И нужно его остановить. Это из блока управления. У нас есть такой блок «Стоп, все». Ставим после фиолетового блока. Только все меняем на этот скрипт. Остановим только вот эту программу жука. Так. Наверное, нужно будет... Вот, сенсор касается цвета, поменять, потому что жук тоже становится синим цветом. И когда жук заденет уже замороженного жука, он остановится. У нас ведь будет несколько жуков. Давайте уберем «Сенсор касается цвета». Выберем затем «Сенсоры». И выберем «Сенсор касается указатель мыши». Вот так. Только указатель мыши будет у нас спрайт 1. То есть, если жук касается спрайт 1, кота вместе вот с этим лучом, то он должен остановиться. Вот так будет правильнее. Затем переключаемся на кота, спрайт 1 в правом нижнем углу. Из блока «Внешний вид» берем блок «Изменить костюм на» и ставим после флажка. И выбираем костюм первый. То есть в начале игры у нас костюм первый должен быть. Так, что нам нужно еще сделать? Он должен научиться у нас стрелять, кот. Для этого он будет стрелять при нажатии на клавишу пробел. Выбираем события, вкладка, когда клавиша пробел нажата. Теперь код для выстрела будет довольно-таки простым. Выбираем из блока «Внешний вид» блок «Следующий костюм». То есть мы нажимаем на пробел, у нас выбирается
Следующий костюм это вот костюм с выстрелом. Затем из блока управления выбираем блок «Ждать 1 секунду». 1 секунду лучше уменьшить до 0,2 секунды. Вот. И после этого из блока «Внешний вид» выбираем опять следующий костюм. Прячем луч. На этом, в принципе, все. Можем попробовать запустить игру. Уберем жука подальше. Запускаем игру. Бегаем котом. Жук бегает за нами. Находим положение удобное для выстрела и стреляем. Так. У жука что-то не так с цветом. Давайте переключимся на жука. У него получается в начале должен быть костюм. Давайте выберем блок «Изменить костюм» на из фиолетовых блоков. И поставим в начале игры первый костюм. Вот так. Запускаем еще раз игру. Все, жук обычного цвета подходит к нам. Мы делаем выстрел. Жук становится синим, замораживается и больше уже к нам не идет. Хорошо. Теперь можно скопировать этого жука. В правом нижнем углу кликаем правой кнопкой мыши на жука и выбираем кнопку «Дублировать». Добавьте несколько жуков. Пусть их будет штук 5. Расположите их в какой-то одной части экрана. Потому что если они будут вокруг, будет довольно-таки страшно. Выбираем кота. Запускаем игру. Все, жуки нападают. Мы от них отбиваемся как можем. Все, всех остановили. Вот такая вот игра получилась. Попробую сейчас показать на большом экране. Так, надо будет сейчас резко убежать. Вот так мы остановили жуков. На этом все. До свидания.